Вам известно, сколько крутых проектов так и не увидели свет из-за чего-то страха потерпеть неудачу при реализации? Если бы каждый изобретатель боялся совершать ошибки и бросал затею, вы бы вряд ли видели меня на экране вашего смартфона, ездили бы на машине на работу и наслаждались прочими благами цивилизации. Доброго времени суток! Вы на канале КПД, с вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Я здесь делюсь простыми и эффективными технологиями, которые в разы увеличат ваш коэффициент полезного действия, при условии, что вы начнете их применять. Хочу познакомить вас с некоторыми правилами, как перестать бояться провала. Первое. Запомните, неудача означает, что вы не стоите на месте. Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Если вы терпите неудачу, то это верный признак того, что вы движетесь к цели. Вообще, отношению к ошибкам нужно поучиться у детей. Вот где настойчивость, вот где сила духа. Посмотрите на маленького ребенка. Для него каждая ошибка – это возможность учиться и больше узнать. Понаблюдайте за 3-летним ребенком, совершившим ошибку. Он изумляется, возможно, даже смеется и предпринимает очередную попытку. Допущенная ошибка не сковывает его действий, а скорее окрыляет. Она провоцирует его любознательность, представляет собой вызов, который ребенок охотно принимает. Второе. Воспринимайте неудачу как опыт, который позволяет стать лучше. Скорее всего, вы больше не повторите ошибку. Вы обнаружите свои слабые места и в следующий раз все сделаете по-другому. А если опять не получится? Значит, снова обретете опыт. И так до тех пор, пока не достигнете того, к чему вы идете. Все нормально. Отрицательный результат – это тоже результат. Зато одним вариантом стало меньше, и значит, вероятность в остальных попытках будет выше. Будем надеяться. Каждая неудача – это ценный урок. Задайте себе вопросы. Чему научила меня эта ситуация? Какую пользу я могу из этого извлечь? Какие положительные моменты в ней есть? Вы увидите, что все может быть полезным. Третье. Не идентифицируйте неудачи с собой. Не нужно думать, что вы неудачник, потому что совершаете ошибки или у вас что-то не получается. Вы были бы им, если бы не извлекали из этого урок и останавливались из-за страха, что ситуация может повториться. Отношение к ошибке должно быть соответствующим, не осуждающим, а понимающим. Разве кому-то из нас придет в голову осуждать маленького ребенка, который пытается встать и все время падает? Четвертое. Подготовьтесь к трудностям и решите, как вы с ними будете справляться. Одних лишь позитивных установок недостаточно для того, чтобы справиться с неприятностями. Баланс между позитивными мыслями и готовностью к борьбе с трудностями эффективнее, чем один оптимистический настрой. Пятое. Фокусируйтесь не на проблеме, а на ее решении. Мысли о проблемах отнимают время и энергию, которые лучше тратить на ее решение. Не думайте о неудаче. Попробуйте ее предотвратить. Это не только избавит вас от лишнего стресса, но и поможет определить слабые места. Шестое. Развивайте мышление роста. Люди с фиксированным мышлением загоняют себя в рамки. Они уверены, что измениться и развить в себе талант нет возможности. И когда сталкиваются с трудностями, испытывают чувство беспомощности и безнадежности. Обладатели мышления роста верят, что могут стать лучше, стремятся развиваться и учатся новому. А все, что у них есть, это только начало. И они могут добиться большего. Они-то как раз умеют разглядеть в провале возможность и воспринимают ее как опыт, который пригодится для достижения целей. Седьмое. Измените отношение к неудачам. Когда вы научитесь воспринимать неудачу как часть вашего пути к успеху, этот самый путь станет проще, а ваши шансы дойти до конца резко увеличится. Измените свое отношение к неудачам. Научитесь анализировать их, делать выводы и в следующий раз совершать более совершенные действия. Неудача – это прежде всего урок. Урок, который преподносит нам жизнь. И то, как мы отнесемся к этому уроку с позитивной или негативной точки зрения, и сформирует вас как личность. Восьмое. Приготовьтесь к трудностям. Если вы раньше шли прямой тропинкой по ровной местности, то сейчас вам придется подняться на вершину горы. А это непросто. Поэтому необходимо открыто смотреть в глаза трудностям и заранее к ним готовиться. И тогда большинство проблем удастся разрешить при минимальных затратах сил,
энергии и времени. 9. Сосредоточьтесь на личностном росте и развитии. Интересуйтесь вещами, о которых вы ничего не знаете. Делайте больше, чем раньше. Постоянно повышайте планку. Не останавливайтесь на достигнутом. Перестаньте принимать свои знания и навыки как нечто неизменное, идущее с вами в комплекте. Вместо этого представьте, что вы сосуд, заполненный всего лишь на треть, и еще многому можете научиться. Я освоил некоторые стратегии развития на своем жизненном пути, потому что мне было любопытно, и я хочу развиваться. Но я также многому научился из личного опыта, проб и ошибок, и даже неудач. 10. Будьте настойчивыми и целеустремленными. Если сдадитесь, то снова вернетесь к началу и станете заложниками фиксированного мышления. Думая о том, какая работа уже проделана, вы будете продолжать расти и развиваться на протяжении всей вашей жизни. Особенно если вы останетесь открытыми и восприимчивыми к изменениям и новым идеям. 11. Необходимо настроиться на мышление изобилия. Люди с дефицитным мышлением думают, что ресурсов на всех не хватит. Стивен Кови в книге «Быть, а не казаться» проводит интересную аналогию. Люди с дефицитным мышлением убеждены, что на свете существует лишь один пирог, и что если кто-то возьмет себе кусочек, то им достанется меньше. Такая позиция ведет к мышлению в духе «выиграл-проиграл». Если ты выиграешь, то проигрываю я, а я не могу этого допустить. Люди с изобильным мышлением верят, что пирогов много и проигравших нет. Каждый выиграет и получит свой кусочек, а то и не один. 12. Подумайте о том, что у вас есть. Сконцентрируйтесь именно на этом. Материальное это или нематериальные вещи не имеют значения. Вам нужно научиться мыслить изобильно и быть благодарным за то, что у вас есть. Мыслить изобильно – это уметь видеть ресурсы везде, даже в негативных и сложных обстоятельствах. Генеральный принцип изобильного мышления – это то, что возможности сознания человека не ограничены. Если в вашей жизни, семье, опыте, культуре нет необходимых для вашего полноценного развития идей, подходов, образцов, их можно найти в любых других местах, культурах и интегрировать в собственное видение себя и мира. 13. Делитесь всем, чем сможете. Знаниями, например. Если вы можете поделиться чем-то, значит, у вас этого в избытке. Станьте более заинтересованными в счастье других людей, даже для тех, с кем вы не знакомы. 14. Начните действовать. Пересядьте с пассажирского сиденья за руль и начните управлять собственной жизнью. Вместо фразы «погода слишком плохая для того, чтобы выбежать на пробежку», скажите «на улице дождь, зато дома сухо и тепло, поэтому поупражняюсь дома». Суть в том, чтобы перестать быть заложником ситуации и действовать вне зависимости от того, что происходит вокруг вас. Дедуля, дорогу! Дед, ты что? Дед! 15. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь. Не разменивайтесь по мелочам и не злитесь, когда что-то идет не по плану. Вовремя не приехал автобус? Выходите раньше. Берите с собой книгу, чтобы не терять время. Сдайте на права, накопите денег на машину. Но не становитесь жертвой обстоятельств. Пусть они работают на вас. Когда мы принимаем решение взять ответственность на себя, мы перестаем бездарно тратить наше время, обвиняя людей и обстоятельства. То есть то, что не имеет к нам никакого отношения. И в заключение хочу вам сказать. Никто не обещает, что у вас все будет легко и быстро. Но кто, если не вы, поможет вам стать лучше и добиться успеха? С вами был Дмитрий Паршуков. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Оставьте комментарии, поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк или дизлайк на ваше усмотрение. До новых встреч!